Доброго времени суток всем! Сегодня попытаемся снять вторую часть обзора на 84-й Marksman Evergreen Poseidon Salty Sensation. Напомню немножко о спиннинге. Это 84 рост, 2,50, по-моему, 4 сантиметра, если не ошибаюсь. Очень легкий даже на сегодняшний день спиннинг, хотя ему уже, наверное, под 10 лет возраста. С хорошим забросом, легким, от 3-4 грамм и до 14 поджиг головки, не требующим сильно вкладываться, то есть очень приятный заброс, в отличие от многих других посейдонов Salty Sensation. Блин, поклевка была. Я аж проснулся, блин. Наверное, мелочь какая-то. Да. Может, щучка маленькая или судачок маленький. Потому что если бы большой бы схватил, хрена бы оно так было. Палка, несмотря на рост, обладает нормальным балансом, с катушками в районе 185-190 грамм и тяжелее. В общем-то, по сочетанию своих качеств бросковых, чуткости и работе бланка, на мой взгляд, одна из самых удачных моделей той серии Salty Sensation. По крайней мере, для наших условий. И имеется в виду, конечно, в старших моделях по тесту. Мне, по крайней мере, она очень нравится. Итак, раннее утро. Насколько она может быть ранним осенью. И пытаемся поймать судака. Или, может, кого еще. $10 10 грамм судачий вес для наших условий. Чаще всего судака я ловлю именно на него или на что-то более тяжелое. На что-то более тяжелое уже на другие удилища, другие катушки, другие нитки. $10 грамм и мой любимый зеленый твистер длиной почти 3 дюйма. «84-ка во всей красе». Интересно, насколько крупный судачок, конечно.
О, дает жару. Может, это не судачок, правда? Сейчас проверим. 84-ка хорошо отрабатывает практически любую рыбу. Включается, как вы видите, 2/3 бланка. Вываживание приятное, достаточно нервное, но за счет длины и мощности комля уверенное. Давай. Успокоился, товарищ. Судачок по ощущениям неплохой, ну не меньше кило, 100%. И так по ощущениям я бы даже сказал 1,5. Но кажется, я ошибся. Видимо, холодная вода дает о себе знать, и такой неплохой парень не слишком упорно сопротивлялся сегодня. Ну что? Это трёха, да? Или нет? Ой, больно, мне больно. Так, давай, может, как-то ты полегче. Это самое. Того этого. Открываться-то будешь. Длиной он, как я позже замерил, 63 сантиметра. По таблице соотношения веса длины судака это дает 3-3,5 килограмма. Ну, насчет 3,5 однозначно нет. В 3 я тоже не уверен. Уверен точно, что в нем 2,5 было. Вот это уже можно фоткать. Очень доволен, конечно, поклевкой этого товарища. Показал удилище во всей красе. Ну, а теперь свободу попугаем. Живи. Бодро ушел, молодец. Как вы видели, для 84-ки все прошло довольно буднично, но приятно. Фрикцион почти не работал толком. Я бы сказал, что на ней будет вполне комфортно и уверенно вытаскивать рыбу в 1,5-2 раза больше. И еще больше сомневаюсь. Там уже, пожалуй, будет играть размер плетенки. И толщина может сыграть, поэтому это будет уже не так приятно. В том ставке больше поклевок не было, поэтому решили переместиться на соседний пруд, который отличается чуть-чуть другим составом хищной рыбы с перекосом больше в щуку. 2 самолета. Хороший, блядь, окунь. Грамм 200. Ты мой мать. Мать-то знает, что вас ловить, блядь. Куда мы? Фоткануть? А? Сфоткать? Дать? Да есть. Не верти, братан. Ага. Вот так, дай. А у меня тут место свое есть, я его попробую. Вот возле этого куста, они в нем стоят, вот там в дереве он, которое затоплено. Его и бывает выскакивают, когда рядом что-то идет.
Ну, размер не тот, конечно, но что-то было, видишь. Что-то там стоит в этом кусте. Только, ну, лучше не зацепляйку. М? Ну, если ты в него будешь кидать, да. Видишь? Еще улов, видишь? Да нет, это виброхвост. Виброхвост. Долго ждать не пришлось, это, скорее всего, щука и есть. Не настолько бодрая, как в сентябре, но явно бодрее судака, несмотря на меньший размер. 84-й в деле. Прилип к рыбе. Пытаемся не дать ей уйти. Небольшая щука. Там маленькая нет. Плетеночка 0,3, поэтому сделать тут на более толстой плетенке я бы мог просто поднять удилищем этот размер рыбы, но скорее всего может не выдержать плетенка на узле. Поэтому, особенно если щука начнет биться, поэтому вот так вот волоком, в общем-то. Молодец. 700 грамм. Ну, 700-800. Спасибо. Такой небольшой размерчик. Но, как вы видели, он загрузил удилище не хуже судака. В 3-4 раза большего этой щуки. Хорошо. Щучка? А, маленький судачок. Домой поедем? Ну да. Сюда летит. Поднимался домой, я не помню, какой день, короче. Показать, как 12 грамм летит. М. Можно было чуть-чуть еще дальше. Чуть-чуть палец соскочил. Да у тебя же есть, у тебя же до 15 тест, вешай тоже 12. У тебя до 15, да? Ну, на ней написано до 18, но на 14 джиголовки она валится уже. Да, мне сказали на моем 18 можно смело кидать. Не гонять. На твоем, да. А что ему сделается? Земексы все с запасом. Это всякая хуйня японская. Написано 18, а на 12 боишься кинуть.
Вывод по палке. Из удилищ больше длиной, чем 2,40, 84-й Марксман является моим любимым удилищем в лайте, медиуме. Ну, это не медиум, это такой light, medium, light по мощности. Очень приятная палка. Пока в руки не возьмете с соответствующей по балансу катушкой, трудно это вам объяснить, наверное, но практически это недостижимая мечта для многих торговых марок, которую Evergreen удалось воплотить в реальность. Единственное, чего, на мой взгляд, вот на сегодняшний день не хватает этому удилищу для меня, это чуть-чуть более острой чуйки. Причем, это такой запрос человека, которому нравится чуйка на 77-м Посейдоне, который почти в 2 раза меньше по тесту и по длине на 20 сантиметров и имеет вклейку. То есть это хотелка. Возможно ли она в реальном физическом мире, я не знаю. В остальном удилище в своем классе, в своей нише, в том, в чем его у нас можно применять, идеал, на мой взгляд. Значит, по поводу применения. Хороший окунь будет ловить и плохого мелкого окуня, не проблема. Причем будет лить его, возможно, даже меньше, чем меньшие по тесту, но более колообразные Salty Sensation. Щука, все-таки я не изменяю себе, я не считаю, что эти удилища можно применять по щуке в августе, в сентябре, когда щука максимально активно себя ведет на вываживании. На мой взгляд, лучше брать более дубинообразные палки, чтобы применять более толстую плетенку, и, соответственно, и не так переживать за состояние удилища. То есть применение Salty Sensation предполагает тонкую плетенку для вываживания. Я думаю, все знают, какие кульбиты щука исполняет в конце августа, в сентябре на вываживании. На мой взгляд, тонкая плетенка, но с большими приманками или с большими крючками, это трудно сочетаемые вещи. Поэтому применять такие нежные удилища, как Salty Sensation, в это время, по-моему, не оправдано. Лучше взять какой-нибудь сандкрой условный, большие приманки, большие крючки, с которых не сойдет щука, и на вываживании получить полный спектр удовольствия. А Salty Sensation в удовольствие ловить ту же щуку на более мелкие и спокойные приманки по холодной воде. В марте, может быть, после нереста в апреле, в конце октября, в ноябре, в декабре, пока не станет лед. И главное применение в наших условиях — это, конечно, судак. Благодаря чуйке удилища приятно делать судачью проводку со стуком по твердому дну. Первое. Второе. Хороший заброс, ненапряжный. То есть за день с этим удилищем, правильно отбалансированным катушкой, ты не устанешь. Плюс достаточно жесткое удилище для пробития судака. И в то же время вполне нормальное и приятное для вываживания. То есть получаете удовольствие на забросе, на проводке, на вываживании. И в сочетании, по крайней мере, заброса и вываживания, одно из лучших в своем классе. Строй позволяет применять и блесна. То есть вы видите, что это на забросе при вываживании явный регуляр фаст. С блеснами отлично работает. Удилище своих денег стоит однозначно. Если кто-то заинтересован в покупке, берите. Я думаю, разочарованы не будете. На этом все. Всего хорошего, ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч.